Друзья, всем привет, с вами Михаил. Сегодня 3 мая и во многом очень интересный и уникальный выпуск должен быть. Ну, во-первых, сегодня открывается новое направление из Екатеринбурга, аэропорт Кольцово в Ульяновск, аэропорт Баратаевка называется, если я его правильно называю. Вылет в 13 часов 10 минут, прилет в 13:55, минус 1 час в сторону Ульяновска, авиакомпания Red Wings Сухой Суперджет. Это во-первых. И во-вторых, так как это первый рейс сегодня, то я ожидаю в аэропорту Ульяновска встречу самолета под водной аркой. Поэтому этот обзор обязательно нужно досмотреть до конца и не пропустить. Тем более, что я все-таки делаю для вас работу. И если вы посмотрите этот обзор, то я буду понимать, что вы мою работу уважаете. А я, соответственно, уважаю ваше время и делаю только самые основные, самые интересные видео в обзорах. Билет был недорогой, там была какая-то распродажа очередная какое-то время назад, весной еще. Может быть, даже в конце зимы, точно уже не помню, что-то около 1000 рублей примерно. В общем, до вылета осталось совсем немного времени. Аэропорт Кольцово поснимаю немного. Там особо ничего нового не изменилось. И дальше полетим в сторону Ульяновска. Уважаемые пассажиры, начинается регистрация билетов и оформление багажа. Уважаемые пассажиры, вернемся к нашему приглашению информируем, что перевозчик не может доставить услуги. Друзья, в честь первого рейса из Екатеринбурга в Ульяновск я подготовил для экипажа сладкий подарок. Вручу его сразу на входе в самолет. Добрый день, это вам подарок в честь первого рейса. Добро пожаловать на борт. Please ensure the aisles emergency exit remain clear of all luggage. You are kindly requested to fasten your seatbelt before taxiing. According to the safety requirements, smoking, including electronic cigarettes and drinking spirits, is prohibited on board the aircraft. Thank you. Здравствуйте. Добрый день. С первым полетом вас по этому направлению. Спасибо. Добро пожаловать на борт. Обращаю ваше внимание на необходимость застегнуть безопасности до начала движения. Добро пожаловать на борт. В соответствии с требованиями безопасности полетов, на борту самолета запрещено курить, в том числе и электронные. Привет пассажирам первого рейса из Екатеринбурга в Ульяновск. Авиакомпания Red Wings. Скоро вылетаем. Посадка окончена. Всего 98 пополнений и маленький.
351 килограмм во втором. У нас будет бабушка на 10 F, ей нужно будет по прилету в Ульянов сопровождение. Сам не должен быть. Нет, сопровождение, она ходит нормально. Ничего себе вопрос. Скажи, а что себе здесь берешь? Привет. До свидания. Ну что, можно вас попросить? До свидания. Отлично. Наш самолет имеет 4 аварийных выхода. Выходы расположены справа и слева от передней и хвостовой частях самолета. Our aircraft has 4 emergency exits. They are located on the left and right in the front and rear parts of the aircraft. Все аварийные выходы оборудованы надувными трапами и обозначены цветовым табло выход. All emergency exits are equipped with inflatable slides and marked with an exit sign. Световая дорожка указывает направление к аварийным выходам. The escape path lighting along the aisle directs you to emergency exits. Обратите внимание на выходы, расположенные рядом с вами. Please note the exit nearest to you. В случае эвакуации необходимо оставить ручную кладь на борту воздушного судна. Leave all carry luggage behind during the emergency evacuation. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения светового табло «Застегнуть ремни». Your seatbelt must be fastened whenever the fasten seatbelt sign is on. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пряжку. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Туго затяните ремень. Pull the belt tightly. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. To release the seatbelt, lift up the buckle cover. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выпадают из отсеков над вами. При появлении маски резко потяните ее на себя. Прижмите кислородную маску к носу и рту, закрепите, потянув за тесьму, дышите нормально. Сначала обеспечьте кислородом себя, затем помогите вашему ребенку или другим пассажирам. In case of decompression, oxygen mask will be dropped from the units above. When you see the mask, pull it towards you and place the oxygen mask over your nose and mouth. Fix it with the straps and breathe normally. Put on your mask first and then assist to your child or other passengers. Спасательный жилет находится под вашим креслом. Your life vest is located under your seat. По команде экипажа достаньте жилет, наденьте его через голову. When you hear the command, put on your life vest over your head. Протяните тесьму назад, застегните под жилетом и туго затяните. Pull the tapes around your waist, fasten and tighten them under the vest. Чтобы надуть жилет, резко потяните за красные дырки. To inflate your life vest, pull down the red ties. Поддуть жилет можно, используя клапаны портула. It can be also inflated by blowing to the tube. Лампочка включается при контакте с водой. The signal lamp illuminates in water. Не надувайте жилет в салоне, так как это затруднит покидание самолета. For the fastest evacuation, do not inflate your life vest inside the cabin. Более подробно ознакомиться со спасательным оборудованием вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Изучите ее внимательно. Благодарим за внимание. More detailed information on emergency equipment you can get from the passenger briefing card, which is located in the pocket in front of you. Please read it carefully. Thank you. Открыть шторку иллюминатора, убрать и зафиксировать столик, застегнуть и туго затянуть ремень безопасности и удерживающее средство для вашего ребенка. Благодарим за внимание. Дамы и господа,
неуправляемом положении. Столик убран. Желаем вам приятного полета. Ladies and gentlemen, our plane is ready for takeoff. Please make sure that your seatbelts are fastened and tightened, your backrest in the upright position, and tray table is stowed. Enjoy your flight.
Полет проходит на высоте 10 400 метров, скорость полета 728 км в час. Ветер встречный 100 км в час, температура за бортом минус 52 градуса. Мы рассчитываем прибыть в аэропорт Ульяновска 13 часов 40 минут. Разница во времени между Екатеринбургом и Ульяновском составляет 1 час. Пассажиры, летящие слева по борту, могут лицезреть ровно слева под 90 градусов город Уфа. Он известен тем, что он является городом трудовой славы и считается самым зеленым городом-миллионником в России. Спасибо за внимание. Ladies and gentlemen, let's get on speaking. Listen to some information about our flight. Всем привет! Друзья, привет! Летим на первом рейсе из Екатеринбурга в Ульяновск. Рядом со мной целый капитан воздушного судна Александр. Да. Александр, какие параметры полета у нас? Сейчас высота 10,5 тысяч, скорость 700 км в час. Температура за бортом минус 52 градуса. Лететь еще час. Как вы вообще оцениваете скорость Суперджет по сравнению, например, с другими самолетами, если у вас был такой опыт? Да, я летал на вертолете, на Ан-24, на Airbus. Сухой мой любимый тип. Вот. Таких самолетов нет, все хорошие, у всех свои особенности, но вот Сухой Суперджет мой любимый. Мне кажется, что на взлете у этого самолета пониже уровень шума, чем в аэробусе. А мы летали с пониженным режимом, взлетали. Самолет был легкий, поэтому мы не на максимальном режиме взлетали, на пониженном. Чтобы свечой вот так не пойти. Это какой-то плавный взлет получается. Ну да, комфорт. Все приходит с опытом. Пассажирам возим не дрова. Каким маршрутом вы возите? Вот, например, аэропорт Кольцово для вас является сейчас базовым, но только из него в основном или еще из других аэропортов. Москва, сейчас Челябинск открылся у нас, оттуда будут рейсы. Еще планируется Пермь, Калининград, много чего планируется, но сейчас это ЕКБ, это Москва и Челябинск. Как вообще пассажиры оценивают полет? Есть какая-то обратная связь? Я, честно говоря, не знаю, может хлопают, иногда нам говорят, хлопали, но разве что в Инстаграме авиакомпании кто-то что-то пишет. Иногда благодарности выражают бортпроводникам, но я, честно говоря, фидбэка никакого не ощущаю. Очень редко иногда мне пишут пассажиры, что они меня видели, споттеры, благодарят нам за то, что рукой помахал и всякое такое. Вы сами не являетесь блогером? Я Личные возможности снимать из кабины и много-много просмотров. Вообще я как бы пропагандирую это, но я себя блогером не считаю, я делаю это для себя в свободное время, то есть у меня нет такого, что я каждый день пост выкладываю, стабильно готовлю там какую-то информацию. Есть настроение, выкладываю, нет настроения, не выкладываю. Но я стараюсь популяризировать. То есть канал на ютубе есть? Есть, но сейчас, так как у меня очень много инструкторской работы и вся энергия моя фокусируется именно там, особо времени для создания каких-то видео нет. Но так у меня и на ютубе, и в ТикТоке, в Инстаграме есть телеграм-канал, который пока нет времени заполнять. После лета, когда будет меньше работы. Я думаю, можно прорекламировать Друг друга? Да. Пилот Яковлев, ничего замысловатого. И если YouTube, тоже пилот Яковлев. Если в Телеграме, то это путь пилота. И на Яндекс.Дзене есть статьи немного, и они довольно уже устаревшие, но рано или поздно я вернусь к этому делу и буду наполнять контентом. Так, друзья, подписывайтесь на наши каналы по-любому. Ищите нас, мы открыты. Пишите. Вообще. Главное, да, любите небо, авиацию, вот, идите в пилоты, в стюардессы, в диспетчера. Здесь очень классно. Небо это просто нечто. Всем до встречи. Движение корректировки начала доводится. А кто расчетного родился 10 дней?
До свидания. Дамы и господа, наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что ремни безопасности застегнуты и туго затянуты, спинка кресла в вертикальном положении основы кубра. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, our plane is ready for landing. Please make sure that your seatbelt is fastened and tightened, your backrest in the upright position, and your attendant is still. Thank you. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в Ульяновске, аэропорт Центральный, Бородаевка имени Николая Карамзина. Самолет прибыл раньше расписания на 15 минут. Местное время 13 часов 40 минут. Температура воздуха плюс 19 градусов. Просим вас оставаться на своих местах до выключения канала, застегнуть ремни. Мы благодарим вас за полет с авиакомпанией Red Wings и будем рады новой встрече с вами. Желаем вам хорошего дня. Ladies and gentlemen, our plane has just landed in Ulyanovsk at Центральный Бородаевка Airport, named after Nikolai Karamzin. We have arrived 15 minutes ahead of schedule. The local time is 20 to 2 o'clock. The air temperature is plus 19 degrees Celsius. We ask you to remain seated until the departure to Busan is turned off. Thank you for flying this Red Airlines. Have a nice day. We look forward to see you again. Goodbye. Дамы и господа, наш самолет находится на рулении. Для вашей безопасности просим не открывать багажные полки, оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями до выключения. Светового табло застегнуть ремни. К выходу мы вас пригласим. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we have now reached the park step. For your
safety, please keep the overhead bins closed and remain seated with your seatbelt. Fasten until the positive or sign is shown off. We will invite you to the exit. Thank you for your understanding. Спасибо большое. Спасибо. Было очень интересно. Друзья, давайте посмотрим, что тут такого интересного. Так, вот дисплей, абсолютно вся информация полетная. Как у нас самолет летит, крен, тангаж, высота, скорость, здесь все есть. Вот здесь навигационный дисплей. Смотрим, куда летим, откуда летим, все видно. Двигатели. Все системы можно посмотреть, как что работает. Оставить температуру пассажирам побольше или поменьше, чтобы было комфортно. Все есть. Так работают двигатели. Это взлетный, это малый газ. Нажимаем на кнопочку автомата тяги, и вот так вот они сами гуляют и устанавливают нам нужную скорость, которую мы выставим. Вот это вот сайд-стик. БРУ, боковая ручка управления. Управление на этом самолете векторное. Мы, если хотим сделать крен, делаем. Отклоняем его в одну сторону, крен, допустим, хотим 10. Устанавливаем крен, ручку вот эту ставим нейтрально. Самолет сам держит этот крен, 10 градусов. То есть мы задаем только вектор. Нужно снижаться, толкаем ее от себя, делаем какой-то тангаж. Опять ручку нейтрально, он сам все держит. Управление вектором, вот такое. Это fly-by-wire называется управление. Изумительная вещь, просто удовольствие. Вот это самая важная кнопка автопилота. Как считают все абсолютно на планете, самолеты летают на автопилоте. Вот я только захожу в самолет, значит, вот так вот на эту кнопку нажимаю, делаю вот так. И остается только выйти из самолета, он все сделает сам. Как все думают, но это немножечко не так. Он просто будет выдерживать то, что мы ему зададим. Высота, скорость, курс, он просто выдерживает. Если сказать ему лететь в гору, он полетит в гору, в землю полетит в землю. Поэтому чуть-чуть иначе работает. Что еще раз сказать? При сравнении с Боингом и Аэробусом также панель выглядит или отличается? На Боинге я не летал, на Airbus я летал. На 90% сухой суперджет и Airbus идентичны. Тут есть еще дополнительные дисплейчики, где устанавливается высота, и это можно увидеть здесь. Философия управления такая же, что на Airbus, что на сухом. Вот, fly-by-wire управление. Ну и, собственно говоря, правила, философия, стратегия работы, она идентичная. На Боинге еще здесь вот есть штурвал, рогами его иногда называют. If it's no Boeing, I'm not going. Есть такое выражение. То есть управление идет вот этим жестиком, Да, правильно? жестик. Левой рукой здесь, правой рукой там. Это удобнее, чем вот этим штурвалом? Дело в том, что если есть, скажем так, мышление пилота, то это абсолютно без разницы. Хоть мышку дайте, я понимаю, как он летает. То есть я летал на Ан-24, я летал на вертолете, мне абсолютно без разницы. Вот, как управлять, скажем так,
немного более анатомично это, потому что джойстиком я управляю одной рукой, второй рукой я могу управлять двигателем. Вот, когда полностью мануальное ручное управление, когда здесь штурвал, лично по мне, это только субъективное мнение, управлять одной рукой штурвалом, то есть, ну, не совсем, да, удобно и, скажем так, двигателем, то есть нужно держать, как рулем управлять, еще и управлять двигателями менее удобно, совсем чуть-чуть. БМГисты, не обижайтесь. Здесь анатомичнее. Мое субъективное мнение. В целом, как вам Суперджет? Скажем так, если сравнивать этот самолет в 2012-2013 году и сейчас, прорыв очень серьезный, как по обеспечению, по техобслуживанию, в целом по работе самолета очень сильно он улучшился. Ну, конечно, с тем же Airbus, с Boeing не сравнится, но у них чуть более богатая история и чуть более долгая, поэтому они смогли довести до ума, скажем так, отшлифовать все вот эти вот острые углы. Здесь это пока еще процесс шлифовки идет, самолет эксплуатируется не так уж и недолго, поэтому маленькие казусы иногда случаются, но не категоричные и не критичные. Да, спасибо за экскурсию, очень было интересно. Я думаю, мне и моим подписчикам и новым зрителям спасибо авиакомпания Red Wings. Пожалуйста, летайте в нашей авиакомпании. Самолетов плохих нет, все самолеты хорошие. Не спрашивайте, что лучше. Все самолеты хорошие, плохие не летают. Минус 3700. Итого мы справлять будем 1600. 1600. Долить. Регулировка педалей. На что обращается внимание при осмотре самолета? Ну, Валер, на целостность конструкции, значит, у нас есть различные датчики, приемники, давление, они должны быть чисты, никаких лишних приемников, засорений нет. Вот это датчик угла атаки, смотрим. Его целый работает датчик полных давлений, на их целостность, целость конструкции в целом. Подтеки разных двигателей у нас в системе нигде ничего не должно двигать. Без повреждений, царапин, износа, так, на наличие если было повреждение, собственно говоря, и может быть на наличие, скажем так, крови, если не дай бог попало. Без порезов, без проколов, без, скажем так, больших дыр, не видно порта. Также отсутствуют подтеки различных жидкостей. Ну и общая целостность всех узлов, всех элементов.
Так, друзья, в Ульяновске очень ветрено, поэтому я прошу прощения сразу за аудио. Подвожу итоги. Аэропорт Кольцово отлично, хотя я там был недолго. Приехал буквально накануне перед вылетом. Авиакомпания Red Wings, ну вообще у меня таких обзоров в принципе не было. Поэтому авиакомпания в очередной раз получает 5 с плюсом. И это, наверное, был самый лучший, самый информативный обзор на моем канале, который вы сейчас смотрите. Поэтому очень большое спасибо авиакомпании Red Wings. 5 с плюсом совершенно точно. Аэропорт Ульяновска мне очень понравился. Вы видели, мы сняли вылет с другими споттерами. Это все-таки был первый рейс из Екатеринбурга в Ульяновск. И из Ульяновска в Екатеринбург это полетел тоже первый рейс. Наконец-то я попал под водную арку впервые в моей жизни. Вы вместе со мной тоже. И я уверен, вам понравилось. Аэропорт Ульяновска тоже 5 с плюсом. Я его снял немного, и по традиции я его полностью сниму на обратном рейсе, который у меня будет через 3 дня. Напоминаю, сегодня 3 мая, а вылет у меня обратно 6 числа, тоже Red Wings. Это будет уже вечерний ночной рейс. На этом все. Всем спасибо. Хорошей вам погоды, не ветреной, нормальной, теплой. Всем пока, до встречи в новом обзоре. И не забывайте подписаться, ну, за этот обзор точно лайк надо поставить. Всем пока.